Столешницу я сделаю из 2 досок ясеня. У них такой естественный, очень красивый рельеф. Для начала немножко укорочу. Доска шириной 27 сантиметров, вал на фуганке у меня только 20, поэтому попробую один способ. Приклею термоклеем к плоской поверхности и прогоню через ресурс. Чтобы была хорошая адгезия у термоклея, нужно обезжирить поверхность. Я делаю это спиртом для огуречного лосьона. Мне нужно добиться того, чтобы доска не качалась на листе ЛДСП, поэтому я подложила щепки. Сейчас я приклею термоклеем, и лист ЛДСП у меня будет для рейсмуса как базовая ровная поверхность. Есть острые части выступающие, которые очень важно сохранить. Когда мы пропускаем через рейсмус, под валом мы обычно прогоняем против волокна. И, соответственно, острыми частями лучше направить вперед, чтобы они сохранили свою целостность. Сторона, которая была сверху, теперь будет базовая. Просто переворачиваю доску и прогоняю обратную часть через рейсмус. Сейчас буду фуговать торец, чтобы был угол 90 градусов у края. Я сделала опалубку из ЛДСП и приклеила бортики на герметик. Во, у меня тут герметик еще отвлекает. С жестяка сразу. Сразу пропорно. Волосы собери и пузо закрой. Противно смотреть. Ты же не в порно пришла сниматься, а столяркой заниматься. Ну, пузо, это, конечно, мощно сказано. По технике безопасности главное, чтобы одежда облегала. А в чем мне работать, это уже мне решать. Везде, где я работаю, на фрезере, с циркуляркой, всегда волосы собраны. Оператор сидит и дрочит. Воу, перестань, пожалуйста, я думаю, в чем дело. Ирина, вы большая молодец, но мне больно смотреть, что вы не жалеете свои руки совсем. Такие работы без перчаток с таким маникюром, а клей вообще кожу убивает. Получилось красиво, спасибо за видео. Пожалуйста. Так, не жалейте руки совсем про перчатки. Все инструкции, где ставятся значки особо опасны, не использовать перчатки. Потому что перчатка может зацепиться за фрезу, за пильный диск. И тогда у меня будет вообще крышка полностью. Ни один столяр не работает со столярным инструментом в перчатках. Для основания стола я подготовила доску. Сделаю из нее 4 досочки, из которых соберется рамка, к которой будут крепиться ножки. Сейчас все склею. Вместо угловых струбцин буду использовать стяжную ленту для перевозок тяжелых грузов. Так, а за кадром пару столяров стоят. Такая подстава с соской, я не могу. Ну, в общем, я соска, ладно. Приняла, смирилась. Люди, в конце концов, для кого мы упаковали неделю моей жизни, 5 минут в ускоренном режиме, чтобы прям от и до был весь процесс. Все равно находится кто-то, кто скажет: не, херня какая-то. Ирина, я вас обожаю, мечтаю, чтобы меня научили обращаться с станками, делать много крутых штук из дерева. Посмотрев на вас, я хочу и фитнесом заняться. Ну, в общем, там девушка еще написала, что хочет, чтобы она тоже стала плотником. Я не плотник, если что. Плотницкие работы, это более масштабное. У них вместо стамесок долото. Инструмент раза в 3, наверное, больше. Это очень грубая, реально тяжелая работа. Здесь я обхожусь инструментом и головой, а там нужно прям много физически работать так, что у меня точно сил не хватит. Но, в всяком случае, приятно, что вызываю рвение у девушек. Ну и будет только круто, если кто-нибудь, правда, пойдет по моим стопам. Опалубка застыла. Я ее проверила водой. Вода не вытекает. Полностью просушена. Теперь можно ее обработать воском, чтобы у нас эпоксидка отлипла. Чтобы слэбы не всплыли, прижму их струбцинами к опалубке, подложу маленькие подложки.
На 7 килограмм эпоксидки мне нужно будет 2464 миллилитра утвердителя. Стол залит. И так как я использую необычную эпоксидку, которая льется максимум по сантиметру, по 1,5 сантиметра толщиной, у нас особая эпоксидка, которая льется массивом. И я ее оставлю на 5 дней, чтобы она полностью застыла. Жопно-торговое видео. Жопно-торговое. Посему и все пальцы в ссадинах и порезах. Так уж вышло, что я очень неуклюжа, я постоянно режусь ножом, бьюсь об углы, поэтому я всегда, в принципе, еще до этой профессии всегда была в ссадинах, синяках, для меня это нормально, и я на это не обращаю внимания. В твои видео нужно добавить программу обучения на уроках труда. Про программу обучения хорошая идея, мне кажется, высокая вероятность привлечения внимания обучаемых вообще детей, потому что наша задача максимально легко и интересно это преподнести. Я думаю, это поспособствует. И обязательно нужно было сжигать старый стол, зачем? Можно было просто отреставрировать. Это мне не мешает отреставрировать стол, я заменю столешницу, ножки на массив из ясеня. Так что с столом будет все нормально, не переживайте. Я подготовила несколько досок для ножек. Сейчас я отфугую 2 стороны, обпилю и буду дальше фуговать узор. У фуганка упор настроен на 135 градусов. Буду по порядку снимать углы. Каркас подстолья высох, буду прикручивать к нему ножки. С тыльной стороны подкладываю брусочек и притягиваю струбцины, чтобы был чистый нижний край кромки отверстия. 5 дней прошло, самое время снять опалубку. Маленькая вообще проблема, слегка по краям между щелей немножко ушло эпоксидки, но в центре она села где-то на миллиметр, и мне придется очень много сошлифовывать. Снимаю пленку, которая прикрыла, чтобы не летели какие-то крупные частицы, но при этом был доступ кислорода. Все, эпоксидка не липнет, и можно спокойно снимать струбцины и приступать наконец-таки к шлифовке. Я еще волнуюсь, как у меня будет отделяться моя палубка. Та-да-да-дам! Хороший герметик. Вот она проблема. Короче, буду писать, что кто делает из ЛДСП опалубку. Шляпа. Было все-таки недостаточно воска. Днище приклеилось. ЛДСП очень едкая штука. Обезопасьте себя максимально. Как минимум, это как у меня должен быть респиратор. Волосатость повысилась. Давай пропылесосим тебя. Турбинкой зачищать я закончила. Поверхность стала ровной. Сейчас я дерево пройдусь 120 шлифовкой. Именно ясеня, чтобы масло у меня проникло. Части с эпоксидкой я буду дошлифовывать дальше 400, 500, 600, закончу на 800. Единственное, что они у меня другого диаметра, 125 я не нашла. По углам у меня все-таки затекла эпоксидка. Я не хочу ее сошлифовывать, нарушится плоскость края. Я думаю, что немножечко срежу циркуляркой.
Очень крутой рисунок у дерева. Самое главное при шлифовке не задерживаться на одном месте. Ну и не переходить с совсем грубой на мелкую шлифовку. Потому что от крупного грита остаются глубокие царапины, и мелкая совсем шлифовка не возьмет. Пресмос для таких процедур не самая лучшая идея, даже с плоской подложкой. Например, здесь были выступающие части, такие щепки, которые валиком приминались, и они все равно не снимались до ровного слоя. Пришлось мне шлейф-машинкой сильно счищать, и проблема крылась в том, что пузырьки под ним не могли никак выйти. И когда я верхний слой сняла, как раз они все повылезали. Но это ничего страшного, я дозалью маленькие эти крошечные дырочки. Надеюсь, за ночь застынет. А губы и грудь обязательно для того, чтобы сделать такой стол? Ну, если вы, девушка, планируете губами и грудью стол делать, то тогда обязательно. Что происходит, это боль. И последним гвоздем в гроб этой боли стал процесс лакирования на видосе. Лак даже не раскатывается валиком. Про валик. Друзья, лак наносится только краскопультом. Я с этим согласна. Он, видимо, никогда не пользовался лаком-пропиткой, лак-грунт. Он проникает в глубокие слои. И на видео мы засняли первый слой. И неважно, чем ты его нанесешь, на поверхности не останется ничего. Забыла надеть напупник перед началом работы. Ну, это такая банальщина, но мне смешно. Но меня много спрашивают про то, как я остаюсь в хорошей форме. Ну, просто я работаю очень много, и я давно раскачала свой метаболизм. Пишите комменты, поболтаем. У меня в руках мини-фиксы. Мини-фикс — это порно-разборный крепеж. Соответственно, можно не склеивать, а всегда собрать и разобрать. В раме высверлю отверстие под головку и в самой столешнице отверстие для винта. Очень много способов, чем можно покрыть сверху дерево. Краской, лаком, маслом. Эпоксидка очень сильно царапается, и многие сверху покрывают ее лаком. Но тогда бы я не смогла использовать масло в древесной части, лак бы отошел. Поэтому я лучше буду пользоваться спреем антискретч для эпоксидки. А дерево я покрываю сейчас цветным маслом, сверху еще покрою после высыхания слоем водным, чтобы спокойно можно было и воду проливать, кофе пить. Очень многие делают уже для меня такие банальные столы с голубыми речками. Это уже как-то приелось. Цвет у нас хочу добиться шоколада и молока. Чтобы полегче было отмывать эпоксидку от темного масла, я промажу максимально близкие края ватной палочкой. Ребята, я на самом деле в такой растерянности, я не могу выбрать цвет. Мне нравится и тот, и тот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой цвет вам нравится больше. Или светлый, или шоколад. Все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И пока. А еще тут копытца на ножке. Копытца уже. А ну на удачу, я это говорила.